США заявляют, что 3 года назад войну спровоцировали. Версия Вашингтона шокировала Украину. Детали скандального заявления. Зеленский заявляет о кабальных условиях сделки. Трамп хочет за каждый отданный доллар 2 в карман. Первая публичная реакция Киева на слова о том, что Зеленский диктатор и комик, как ответили Вашингтону. Великобритания говорит об угрозах со стороны РФ и призывает не допустить двусторонней сделки между Путиным и Трампом. Шольц проиграл на выборах в Германии, в Узбекистане скандал из-за месторождений, а в Испании крупнейшая спецоперация. Освобождена 1000 женщин, которые были секс-заложницами. Досмотрите. Всем привет! Время Прядко. Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Буду благодарен за вашу обратную связь в виде подписки, комментариев. Также делитесь этим видео. И также под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Время начать. Итак, в центре внимания новое заявление, которое прилетело из Вашингтона. США шокируют Украину своими взглядами. Спецпосланник Трампа Стив Уитков, который недавно побывал в Москве и провел длинные переговоры с Путиным, в 3-ю годовщину Большой войны заявил, что война была спровоцирована. И именно поэтому Россия напала на Украину. Давайте послушаем это заявление. Война, независимо от того, кто ее начал, должна закончиться. Слишком много жизней было унесено из-за нее, и президенту это просто не кажется разумным. Он хочет быть президентом-миротворцем, достичь мира через силу, и я его в этом не виню. Я полностью согласен с его мыслительным процессом в этом вопросе. Это раз. Во-вторых, война не была необходима. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские. Тогда велись всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. Президент уже говорил об этом. Это не было необходимо. Это фактически стало угрозой для России. И нам нужно учитывать этот факт. Это реальные обстоятельства. Но как бы то ни было, россияне дали понять, что они готовы к завершению конфликта. Уитков также в эфире CNN вспомнил о стамбульских договоренностях между Украиной и РФ. И тот формат, как он сказал, будет использован в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Москвой и Киевом. В Киеве, кстати, готовы к переговорам, об этом заявил Зеленский. Он также говорит, что слышит все, что вещает Трамп. И, конечно же, не считает его слова о диктаторе, комике и так далее комплиментом. Зеленский говорит, что не верит, что США и РФ могут заключить договор за спиной Украины. Но если это произойдет, то соглашение не принесет успеха. Я думаю, что в их мире, где они живут, они верят, что это прекращение огня означает окончание войны. Я даже уверен, что они верят в то, что это будет действительно большим успехом и что Путин не рискнет начать войну снова. Мы считаем, что должны быть гарантии безопасности. Да, мы понимаем, что это дорогостоящие меры, и это не так просто договориться о прекращении огня. Мы хотим иметь возможность гарантировать безопасность наших людей. Зеленский также заявил, что его рейтинг не 4%, как говорил Трамп, а настоящий уровень поддержки на уровне 65%. Он вновь считает, что президент США стал целью дезинформационной атаки. Напомню, что на днях я приводил данные Киевского международного института социологии, которые сообщали о 57% поддержки Зеленского среди народа. В Киеве также заявили, что сейчас работают над соглашением с США, но условия далеко не лучшие. За каждый переданный доллар Украине Америка требует возврата уже $2. Тем не менее, переговоры идут. Мы, безусловно, продолжаем диалог с нашими партнерами. Никто ни от чего не отказывался. Мы ведем нормальный рабочий процесс. Это может длиться день или месяцы. Но поверьте мне, сделка, которая, по нашему мнению, может быть заключена, должна соответствовать национальным интересам Украины и представлять интерес для наших партнеров. В Великобритании же считают, что Украина просто обязана быть за столом переговоров. В Лондоне заявили, что Россия уже угрожает Европе в море, угрожает онлайн-пространству, экономике, росту счетов, стоимости жизни. Проблема может усугубиться, если не будет достигнут стабильный и справедливый мир, заявил британский премьер Стармер, который скоро может представить Трампу план по размещению 30 000 миротворцев в Украине после войны.
Мир приходит только через силу. Никто не хочет продолжения кровопролития, никто, и меньше всего украинцы. Но после всего, что они пережили, после всего, за что они боролись, не может быть никакой дискуссии об Украине без Украины. И у народа Украины должно быть долгосрочное безопасное будущее. Подписчики, а что вы думаете о заявлениях Уиткофа, в частности о том, что война была кем-то спровоцирована? Как вам заявление Зеленского и какой же будет сделка с США? Как считаете, что спросит Трамп с Путина? Что получит взамен? Ведь Вашингтон уже предупреждал, что Москве и Киеву одинаково придется пойти на уступки. Пишите свои ответы в комментариях. Германия будет с новым канцлером. Издание Bild еще накануне вечером написало, что Шольц признал свое поражение. Руководитель социал-демократической партии Олаф Шольц признал, что его политическая сила проиграла на внеочередных выборах в Бундестаг и поздравил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца с победой. Германия гудит, правоцентристы побеждают, ультраправые на рекордных позициях. Главный шок, о котором пишет западная пресса – взлет ультраправой альтернативы для Германии, которая почти удвоила свой результат и в первые часы после окончания выборов по данным экзит-полов получила 19,5%. Это их лучший показатель в истории. А вот партия действующего канцлера Олафа Шольца установила новый исторический минимум. Явка, кстати, была рекордная – 84%. Это самый высокий уровень с 1990 года. Нового канцлера пока не выбирают, партии должны договориться о коалиции, а это может занять месяцы. Главный претендент на пост канцлера Фридрих Мерц. Пока переговоры идут, правительство Шольца остается у власти. Давайте послушаем, что уже успел сказать Мерц, который назвал свою партию партией победителей. Сейчас мы собираемся поговорить друг с другом, и главное, создать в Германии правительство, способное действовать как можно быстрее, с хорошим парламентским большинством. Потому что, дорогие друзья, мир снаружи не ждет нас и не ждет длительных коалиционных переговоров. Теперь мы должны быстро восстановить нашу способность действовать, чтобы мы могли поступать правильно у себя дома, чтобы мы снова могли присутствовать в Европе, чтобы мир осознал, что Германией снова надежно управляют. Это то, за что выступают консерваторы, это то, за что выступаем мы, и это то, за что выступаю я лично. Что думаете о провале Шольца, победе партии Мерца и результате, который получила альтернатива для Германии? Пишите свое мнение в комментариях. Скандал вокруг узбекских месторождений. В соцсетях заговорили о том, что китайские компании прибрали к рукам 31 золотое месторождение в Наваийской области. Но власти Узбекистана опровергают это. Никаких китайцев в сделке нет. На самом же деле участки действительно продали, но через онлайн-аукцион. И выиграли их только компании, зарегистрированные в Узбекистане. По закону иностранцы не могут владеть этими месторождениями, однако не все так просто. В некоторых из этих компаний иностранные инвесторы все же имеют долю, хоть и не контрольную. Кроме того, добыча разрешена только на поверхности, а 49,5% доходов от добытого золота пойдут в местные бюджеты. Крупнейшая операция против торговли людьми в Испании. Испанская полиция накрыла банду, которая заманила в страну более 1000 женщин из Венесуэлы и Колумбии под предлогом работы в сфере красоты и клининга. Вместо этого их насильно удерживали в клубах и заставляли заниматься проституцией. Женщин запирали в помещениях, отпускали только на 2 часа в день и контролировали через камеры. Арестованы 48 человек, в том числе 3 главаря, 2 колумбийки и 1 испанец. Изъято 150 тысяч евро наличными, заблокированы счета почти на 1 миллион евро, конфискованы 17 объектов недвижимости, закрыты 3 стриптиз-клуба, где эксплуатировали женщин. Полиция провела масштабные рейды в Аликанте и Мурсии, выбивая двери и штурмуя здания. 6 преступников уже за решеткой, остальные ждут суда. Больше новостей собраны в плейлист, переходите и смотрите. И спасибо вам, что досмотрели этот выпуск до конца. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь и участвуйте в обсуждениях. Хотите помочь каналу, оформите спонсорство или нажмите на кнопку «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи, друзья!